От лесотундровой полосы на вершине северной горы Хермон до экваториального климата на крайнем юге Израиля менее 500 километров. Но несмотря на такие скромные размеры страны, в ней присутствует невероятная палитра природных пейзажей и богатство животного мира. Мы начали свое путешествие в самом сердце пустыни Негев, где среди белоснежных скал глубокого ущелья Цин струится ручей Эйн-Авдат. Слушай, без темных очков здесь совершенно невозможно ходить, потому что вот эти меловые скалы, они сияют на солнце совершенно. И это считается одна из самых, скажем так, тяжелых и самых жарких пустынь у нас в Израиле. Мы с тобой находимся в русле реки Цин. Удивительно, но в этом совершенно лунном пейзаже, где даже раскаленное зноем небо приобретает белесый оттенок, можно встретить яркое буйство красок. Глубокая чаша небольшого озера, в которую падают хрустальные струи водопада, служит источником воды для многочисленных животных и птиц, обитающих в пустыне. Это удивительное место. Здесь тихо шурчит вода, вокруг пустыня и жара, и абсолютный когнитивный диссонанс. Ну, неудивительно, что первое монашеское движение начинается именно в пустынях, когда стремившиеся познать тайный смысл посланий Всевышнего уходили сюда, в эти безлюдные пески, и в полном одиночестве погружались в созерцание, в уединение с природой, с небом, со Всевышним. А где-то в сияющей выси из своих спрятанных среди камней укрытий за нами зорко наблюдали повелители небес Негева – белоголовые сипы. Здесь такие, конечно, камни, только горные козлики. О, нет, не только горные козлики здесь могут жить, смотри. Это кто потерял такую роскошь? Скорее Огромная. всего, это белоголовый сип или гриф, которых тут водится очень много. Они, когда пролетают, такая огромная тень сразу, да, над ущельем, удивительная. Несмотря на то, что это пустыня, здесь достаточно еды и для птиц, и для других животных, так что мир пустыни весьма и весьма разнообразен. Эти огромные птицы находятся на грани исчезновения. Зачастую они гибнут от отравленных приманок, которые разбрасывают фермеры для хищников, либо от столкновения с электрическими проводами и других факторов, связанных с деятельностью человека. Люди стараются сохранить этих огромных пернатых. И самая невероятная история произошла год назад, когда при помощи мультикоптера солдаты спецподразделения армии обороны Израиля помогли орнитологам выкормить осиротевшего птенца грифа. Раненых зверей и пернатых лечат на территории сафари в Рамат-Гане, самого большого по величине зоологического парка Израиля. Здесь функционирует один из самых крупных не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире госпиталь для диких животных и перелетных птиц. Приемный покой больницы работает круглые сутки. Грифы почти оказались на грани исчезновения, но мы сумели стабилизировать их численность, которая резко начала сокращаться в последние десятилетия. И сегодня есть осторожная надежда, что мы сможем спасти этих уникальных птиц. Покинув жаркий юг, мы отправляемся на север страны, в заповедник на горе Кармель, где израильские биологи ведут скрупулезную работу не только по сохранению, но и по возрождению исчезнувших животных. Это какой-то удивительный вид оленей, правильно я понимаю? Это так называемая библейская лань или яхмур. Библейская лань была распространена здесь, они даже есть упоминания в Танахе. Именно эти олени паслись во дворе у царя Соломона. И 150 лет тому назад они исчезли из природы. Считалось, что этот вид потерян навсегда. Но, слава богу, люди нашли их, нашли в Северном Иране. Здесь, в заповеднике возле Хайфы, ученые сумели возродить этот вид. Заповедник возник еще в конце 60-х. Своей задачей мы поставили сохранить и возродить библейский животный мир нашей страны. Мы постарались воссоздать всю цепочку животного мира, некогда существовавшего здесь. От пресмыкающихся до травоядных и хищников. Израиль – это не только святая земля, где берут свое начало 3 мировые религии, но и удивительная страна, где люди стараются находить равновесие между цивилизацией и природой, сберегая ее для последующих поколений.